Всем привет! Начну с того, как замоделены вот эти замечательные катушки. Они состоят из 3 частей. Железное основание, железное, оно реально железное, с полигонов только. Этот внутренний ролик, на который наматывается лента, и сам цилиндрик такой с лентой, символизирует ленту. Начну с простого. Это изображение ленты, сделано простым цилиндром. Единственное его отличие в том, что этот цилиндр, если я его открою, здесь можно увидеть его approximation size 2,2,1 в сантиметрах Unreal. Это будет означать, что его радиус равен единице, и высота равна единице. Для чего? Чтобы можно было потом масштаб умножить на любое число, и это будет его размер. Для расчетов это очень удобно. Дальше есть внутренний ролик. Он тоже цилиндр единичного радиуса. Ширина 2, длина 2, высота 1. Получается радиус 1. Окей. Здесь вырезан такой элемент, покрашенный в другой цвет, и просто наложен чампер. Теперь вот это. Это тоже сделано очень просто, максимально. Здесь 2 блина, из них булианом вырезаны окошки, а дальше добавлен чамфер, чтобы краешек на солнышке блестел. Вот это тюб, труба, которая изогнута деформацией. И также плюс чамфер, чтобы красивая была такая ручка, за которую снимают катушки с мафона. Это все, из чего изготовлены эти рилсы. Теперь давайте их крутить и наматывать ленту. Организуем наматывание вот этой ленты на катушку. Этот цилиндр, у него должен меняться по сути только радиус или scale по одной и другой оси. Еще, когда катушка наматывается, она должна поворачиваться. Начнем с первого, с того, как реализовать увеличение в диаметре. Вот есть параметры наматывания NL, NR. Это количество оборотов, number of rotation, и выражается в числе, в дробном. Ну, например, 1 это один раз намоталась пленочка, и вот видно, что здесь один виток. Если больше, то больше 5, например, и так она растет. Итак, в чем проблем, так скажем? Термин problem означает задача. У нас есть эта белая катушка. Радиус этой начальной катушки, его назову RO. Я напишу начальный радиус. Дальше у нас есть толщина ленты, thickness, и ее назову H. И мы начинаем наматывать ленту. После этого радиус увеличится на толщину ленты. Давайте условимся, что каждый виток будет перепрыгивать предыдущий. Так и радиус будет скачкообразно увеличиваться. С этого момента радиус увеличится на 2 толщины ленты. Еще один виток и так далее. Из-за упрощения получается: первая намотка, первый оборот, радиус будет равняться RO. Второй оборот, радиус будет равняться RO плюс H. Третий RO плюс 2H и так далее. И общая формула получится: Rn равен RO плюс NH. Но в формуле n это не намотка, а математический индекс. И первый оборот, который мы считаем, он начинается с нуля. И когда будет полоборота, мы все еще считаем по первой формуле. На стадии первого витка у нас все еще целая часть будет 0, поэтому индекс равен нулю. А вот на втором витке целая часть будет 1, и он будет рассчитан по второй формуле. Заметим, ведь n это число дробное, оно может быть не целым. Умножим нецелое количество витков ленты на толщину ленты и получаем плавный рост радиуса. И она не будет идти шагами, она будет плавно увеличивать радиус. Такая намотка больше похожа на пружину. Оказалось очень полезно сделать сначала такое упрощение, потом вычислить формулу. А числовой ряд, как известно, непрерывен, и расчет получается плавным, ровно так, как тебе нужно. Здорово же? Итак, у нас есть формула, по которой мы будем считать радиус. Давайте сделаем это. У нас есть функция, которая будет называться updateTape. Ей на вход мы подадим мешку, которой мы будем масштабировать под нужный радиус. Еще на вход подаем число n. Внутри проверка на пустую катушку. Просто прячем мешку ленты, если ленты нет, если n равно нулю. Нода setVisibility сделает мешку скрытой. Здесь мы видим наш tape thickness и наше R нулевое. Оно здесь называется ZeroRadius. getZeroRadius – это функция. Я не буду ее открывать, там просто константное число из настроек. Хорошо, что она называется как то, что она делает. Это наша формула. Умножение n на thickness.
это вот эта часть. И сложение с радиусом. Вот и все. И этот результат мы отдаем на формирование scale вектора, в котором x и y будут одинаковы. Здесь ролик будет вращаться, но это потому, что я показываю на готовом проекте. Однако говорим мы только о намотке. Итак, 0 – это пусто. 0,1 – это малая часть оборота. Сейчас настроена очень толстая пленка, целый 1 см. И тогда при наматывании 0,1 толщина ленты не набрала свое полное значение. 0,2 даст еще более толстую ленту. 0,3 еще. Намотка пойдет дальше 0,5, 0,9 и 1. И вот теперь толщина будет ровно 1 см. Это результат дробного n. Но зато она плавно растет. Математически это верно. А на практике этого видно не будет, потому что лента будет очень тонкая, например, 1/100. И когда у нас будет, скажем, 15 оборотов или 15,33, разницы вы не увидите. Еще хочется сказать про такую штучку. Tape Height Scale, который подается на Z ось масштаба. Это настройка ширины ленты. Напомню, высота цилиндров моделей равна единице. И для цилиндра ленты результатом станет 9,9 мм. Мы имеем здесь эти два ролика. Вот их сетка. Один чуть выше, потому что его масштаб равен единице. Второй символизирует ленту. Я сделал чуть-чуть меньше, можно даже 0,95. Теперь лента чуть уже, чем ролик. Если бы мешка ленты была той же высоты, что мешка ролика, они бы глючили вот так. Такая тонкая настройка сделает красивее. Так, что нам нужно еще? Вращение. Этот ролик должен поворачиваться в зависимости от того, сколько ленты на нем намотано. Вот есть n, равная 1,33 оборота. В каком тогда положении поворота будет ролик? Вот это мы и будем считать. Значит, вот наш общий граф, вообще все системы. Здесь есть тик, это событие происходит каждый кадр. У него в ветке в конце есть update. Это апдейт всей графики, всех вещей, которые должны с каждым кадром обновиться, получить свое новое состояние. И вот самая первая ветка, которая нам нужна. Это пропустим. Это наши намотки ленты, о которой я говорил. А вот ее функция. И следующие две – это Update Rotation для обоих роликов. Обновляет поворот каждый кадр. Вот эти снизу три вещи нам сейчас не нужны. Это эффект Motion Blur, расскажу в будущих выпусках. А сюда мы подаем три вещи. N, да, это наши обороты. А вот это Tape, Reel, это компоненты катушки. Также булевый ключ различает левую от правой. Только катушка, смотрите, как сделана. Вот здесь две катушки, Tape Reel R и L. И там куча графики внутри, куча мешек. Я их сейчас всех включу и покажу. В структуре необходимо создать точку опоры для всех статик мышей, чтобы вращать все разом. Все они прикреплены к этой опоре. Для этой цели служит объект SceneComponent. Вот он. Выберу его. Но его нельзя увидеть. Его можно только почувствовать. Жик-жик. Если я возьму и каждую из мешек раскидаю. Вот tape лента. Вот tape reel катушка. Вот tape roller. И теперь, если я возьмусь за компоненту SceneComponent, все прикрепленные будут вращаться с ней. Вот так. А если они все стоят правильно, тогда, вращая эту пустышку, ты вращаешь всю графику внутри нее. Поэтому именно SceneComponent подается в функцию Update Rotation. Название его Tape Reel. Заходим в функцию Update Rotation. Что мы тут видим? Здесь есть Map Range. Среди входов есть ключ Left Reel. На правый сброшен, а на левый поставлен, потому что левая крутится в другую сторону. Поэтому здесь это нужно разделять на две ветки. Одна ветка будет идти для левой, вторая ветка для правой. Изобразим идею реализации поворота. Вот катушка. И она начинает вращаться на некоторый угол. Угол 0. И угол, скажем, альфа какой-нибудь. Но угол альфа точно соответствует какому-то количеству нашего n. Так вот, range – это своего рода определение, что на входе и что на выходе. Определяем это двумя точками на графике. Мы задаем линейный график. Такой, в котором 0 намотки и 1 намотки, соответственно, определяет 0 градусов и 360 градусов поворота. А раз это Unclamped Map Range, эта прямая будет бесконечно продолжаться в обе стороны. Вот мы его и ассоциируем. Ось X – это n, ось Y – это угол альфа в градусах, здесь угол 360. На оси X изобразим полные обороты. Здесь 1, здесь 2 оборота.
здесь у нас нули. Получается, в точке 0 для n у нас будет 0 для альфа, а 1 для n ассоциируется с 360 градусов для альфа. Это здесь. И вот у нас получается линейный график. И раз range-map unclamped, этот график от этой точки продолжается дальше. Продолжу ось y до двойного оборота, угол 720. И точка 2 будет ассоциироваться где-то вот здесь, с углом 720. Вот он, второй оборот. И так далее. То, что здесь и определено. 1 ассоциируется с 360, unclamped. А для правой, когда ключ сброшен, здесь эти два числа поменены местами. То есть 1 будет нулем, 0 будет 360, и получается здесь такая картина. Вот 0, это 360, а 1 это 0. И здесь все наоборот. Для правой будет идти отсюда, приходить сюда и так дальше. То есть в этом случае с ростом x функция возрастает, а здесь с ростом x функция убывает. В результате в любом случае имеем поворот в градусах, который подается на ось z в Create Rotator. Он формирует вращение по вертикальной оси, и этот ротатор подается в Set Relative Rotation. Но до Set Relative Rotation относительное вращение, относительно родителя. Можно сказать, это вращение внутри эктора. То есть ты будешь поворачивать эктор там в мире, но у каждого из роликов будет свое определенное вращение, независимо от вращения плеера. Поэтому обязательно там должен быть Relative Rotation. В итоге нам удалось определить только по числу n положение вращения катушки для каждого n и изобразить толщину намотки для каждого n. Идея сделать анимацию катушечного магнитофона началась с мысли о том, что процесс намотки ленты нельзя решить аналитически. Нужно было вычислить скорость вращения катушек, если известна скорость движения ленты при воспроизведении. Теперь, когда я знаю решение, мне трудно вспомнить ход мыслей, который проводил меня в тупик. Помню, что я увидел замкнутый круг, в котором скорость вращения зависела от радиуса и наоборот. Сначала никак не получалось. Поменял подход. Придумал, как избавиться от скоростей вращения. Оставил только скорость движения ленты, а на обеих катушках сохранял количество витков намотки ленты. Но перемотка, там же все начинается со скорости вращения бобины. А используя количество витков ленты, все упростилось. Одна бобина будто катится по второй, и по закону шестеренок вращается в отношении их радиусов. Намотка же определяет ориентацию бобины. Отсюда, само собой, легко вытекает анимация вращения. Нужно только посчитать, сколько перешло намотки с одной на другую в каждый момент времени. Скажу сразу, это решение довольно топорное, но работает. И я думаю, в конце серии этих видео мы все же найдем красивое аналитическое решение задачи.